Привет, друзья! Всем привет! Вы на канале «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Это видео будет диалогом, наверное, уровня B1, B2, приблизительно так. И я хочу сказать, что, друзья, если вы хотите получать транскрипции к этим диалогам, то ссылка будет в описании. Присоединяйтесь к нашей membership-программе, получайте транскрипции для подкастов, для видео и, кстати, включайте субтитры. Все мои видео имеют субтитры. Юля, сегодня хочу с тобой поговорить о такой гипотетической вещи. Если бы ты начинала свой бизнес, что бы это было? Ой, мечты. У тебя есть мечта начать бизнес? Да. Но поскольку я бы хотела, чтобы этот бизнес был офлайн, да, то есть где-то в конкретном месте, нужно что? Определиться с местом, где мы будем жить в ближайшие годы. Окей, понятно, что в последнее время мы очень много переезжаем по разным причинам. Подробнее я всегда говорю в подкасте. Слушайте наш Comprehensible Russian Podcast. Но, тем не менее, давай представим, мы сейчас где находимся? В Аргентине. Мы находимся в Аргентине. Давай тогда представим, что мы в ближайшее время будем жить в Аргентине, ближайшие годы, неважно. Что бы ты хотела здесь начать? Какие у тебя есть идеи? Ну, у меня давным-давно есть одна идея, это свой детский лагерь. Детский лагерь? Да, то есть это место, куда дети приезжают на каникулы, на 2 или 3 недели и занимаются там различной деятельностью, спортивной, там, играми, может быть, какими-то развивающими занятиями. Просто я много лет работала в детских лагерях, я была директором детского лагеря, и с тех пор я понимаю, что если бы я что-то делала, это было бы вот такое вот пространство для детей и лагерь на каникулах для детей. Хорошо, то есть ты бы начала свой детский лагерь? Да. Окей, а как ты думаешь, что тебе для этого бы понадобилось? Что тебе нужно для того, чтобы открыть свой детский лагерь? Ну, с учетом того, что мы в Аргентине, да, и я, например, знаю про Россию хорошо, что нужно, чтобы открыть детский лагерь, а про Аргентину я не знаю. Соответственно, я бы начала с изучения законодательства. Так, изучение законов. Да, то есть какие разрешения, лицензии нужны, чтобы открыть детский лагерь. То есть юридическая сторона. Да. Затем идем в маркетинг, в изучение конкурентов. Так. Нужно посмотреть, что в Аргентине уже существует. Я точно знаю, что здесь очень популярен формат пришкольных лагерей. Пришкольных, то есть лагерей при школах. Да, когда дети заканчивают учиться, начинается лето, но они снова ходят в школу, уже не учатся, а проводят как-то время по-другому там. Детский лагерь, о котором я говорю, это именно поездка куда-то, когда ребенок там на неделю, 2-3 уезжает из дома и живет в детском лагере. То есть надо посмотреть, есть ли что-то такое в Аргентине. То есть я правильно понимаю, что в Аргентине ты встречала... Сейчас, секундочку. Да простит меня ББ. Мы это вырежем. Или нет? То есть ты смотрела, что есть в Аргентине, и в Аргентине это формат, когда дети на какое-то время просто остаются где-то в школе, скорее всего, но без ночевки. Они там не ночуют. Они там не ночуют, да. А ты говоришь про выездные лагеря, когда дети на, например, 2 недели уезжают и 2 недели живут где-то
там, не знаю, в лесу, на базе отдыха или в каком-то месте. Совершенно верно. Я много работала именно с такими лагерями, и это совсем другой формат, нежели пришкольный лагерь. Поэтому если бы бизнес, то вот такой. Давай зададим вопрос. Если нас смотрят зрители из Аргентины или вообще из Латинской Америки, скажите, а есть ли у вас такие лагеря? Это уже маркетинг пошел. Маркетинг пошел, да. Есть ли у вас такие лагеря, когда дети на 2 недели уезжают куда-то, и с ними там занимаются, и дети там классно, с интересом проводят время? Да, отлично, отличный маркетинг. Ну что же, если говорить о тебе, Макс, а ты бы какой бизнес хотел бы начать? Ну, в дополнение к своему уже существующему проекту. Ну, я не называю мой проект бизнесом, потому что, ну, как бы, не знаю, по мне бизнес — это все-таки цель заработать деньги. То есть ты делаешь что-то, и у тебя цель заработать деньги, заработать капитал, приумножать капитал, увеличивать капитал. Наверное, у меня такой цели нет, как ты видишь. Может быть, к сожалению, но у меня такой цели нет. Так вот, что бы я хотел сделать? У меня есть 2 идеи. Первая моя идея — это, если мы говорим про Аргентину, было бы очень круто открыть ресторан русской кухни. Ресторан русской кухни. А Да. здесь нету? Я не видел. Я не видел. Может быть, сейчас кто-то что-то уже открыл, но я не видел прям вот какого-то ресторана русской кухни. Ну, расскажи, как ты это видишь? Чем бы ты там кормил людей? Ну, есть миллион вещей, которые другие в России. То есть миллион каких-то блюд, которые, ну, много блюд, которые здесь неизвестны или не популярны. Например, концепция супа. Да, суп в Аргентине, наверное, где-то есть, Ну да. но мы его никогда он не не популярен. встречали в меню. Да. Да. Мы ели суп в перуанском ресторане. Креольский суп, да. Какой? Креольский. Креольский, да. Очень, кстати, было классно, и нам официантка сказала, что русские ходят часто сюда, чтобы есть этот суп. Супы, да. Так вот, супы, там борщ, щи, солянка, может быть, какие-то другие супы, затем блины. Здесь есть эти панкеки, да, так Да, они тут есть называются, блины. но это совершенно другое. Это совершенно другое. И мне хотелось бы, чтобы были какие-то русские блины, какая-то русская еда. Вот, в общем, чтобы если аргентинец или иностранец пришел в этот ресторан, чтобы он получил другой опыт. Потому что в Аргентине, если ты приходишь, не знаю, в любое место, аргентинское, китайское, любое другое, на завтрак, то приблизительно все будет одно и то же. Потому что аргентинцы привыкли завтракать вот так. Тост, кофе, джем, да, queso cremoso и так далее. А хотелось бы, чтобы человек пришел и получил другой опыт. Может быть, в ресторане были бы какие-то, в меню была бы какая-то информация о том, как в России завтракают, что едят на завтрак, чтобы человек как будто бы посетил ресторан в России. 100% аутентично. Да, это очень интересно. Вот. Такая вот идея. А ты сказал, что у тебя 2 идеи, а вторая какая? Вторая идея, она связана больше, наверное, с туризмом. Вторая идея, мне бы очень хотелось открыть какое-то пространство. Я не могу назвать это по-другому, но представьте, где-то в сельской местности, на природе, кусок земли, и там есть какие-то гостевые дома, и есть разные интересные штуки. Какие, например, штуки? Например, баня. У меня, кстати, недавно был подкаст про баню. Друзья, послушайте. Я там подробно рассказываю о бане. Не пропустите. Вот, потому что русская баня — это тоже определенный опыт. Ну, конечно. Вот, если это все правильно сделано. Затем какие-то гостевые дома, какие-то мероприятия бы там проводились. Например, мой детский лагерь тогда бы есть. Например, твой детский лагерь, да.
Например, встречи с подписчиками или просто с туристами, которые приезжают, которые могут сходить в баню, могут что-то поесть, могут прогуляться. То есть такой интересный опыт с элементами русской культуры. Где-нибудь в Патагонии. Ну, Патагония, да. Скорее всего, это была бы Патагония. Мне кажется, Патагония, Сибирь, вообще север России и Патагония, да, юг Аргентины и север России что-то имеют общее. Наверняка. Так или иначе. Да. Это очень интересно. Такая вот идея. Я думаю, что это было бы интересно, и эти две идеи, в принципе, можно комбинировать. И мою идею тоже, Да. потому что иногда можно делать выезды детей. Да. Юль, а почему ты вообще говоришь почему тебе хочется какой-то офлайн деятельности, какой-то офлайн бизнес, офлайн проект? Почему? Ведь наоборот, сейчас все стремятся получить онлайн работу, работать за компьютером, быть цифровым кочевником, путешествовать, везде ездить. Это же классно. Это очень классно, и я очень рада, что сейчас есть онлайн-работа, потому что если бы ее не существовало, вряд ли бы мы сейчас жили бы в Буэнос-Айресе, правильно? Но помимо работы онлайн, я понимаю, что любая осознанная офлайн-деятельность крайне важна, потому что ты не можешь все время сидеть дома за компьютером. Если у тебя хобби за компьютером, учеба за компьютером, работа за компьютером, то в целом тебе не очень важно, где ты живешь, потому что у тебя не создается никакой связи с тем местом, где ты находишься. Поэтому, будь то бизнес или, не знаю, какой-то просто небольшой проект, или, может быть, даже элемент офлайн работы с детьми, да, на мой взгляд, это позволяет тебе, во-первых, реализовать, какую-то часть, которая не может быть реализована онлайн, потому что даже если ты вебинары проводишь онлайн, это не то же самое, когда ты перед живой аудиторией, это не та энергия, это все равно, другая совершенно, другое ощущение. И плюс, когда у тебя есть какой-то офлайн, это какие-то люди, с которыми ты начинаешь больше общаться, коллеги или студенты, это какая-то привязка к месту, куда ты ездишь. И вот этого мне очень не хватает, несмотря на то, что я безумно рада, что онлайн-работа сейчас существует. А если мы говорим про тебя, то как ты это ощущаешь? Я ощущаю это точно так же. Я понимаю все плюсы онлайн-работы, онлайн-проекта, но очень часто я испытываю нехватку офлайн общения, да. Как-то общение с людьми в жизни, да, как-то вживую, как мы это скажем. Но при этом, не знаю, как тебе, а мне хочется, чтобы это было не просто общение, не знаю, куда-то вместе сходить, а какая-то осознанная совместная деятельность. Да, именно, осознанная совместная деятельность. Ты очень, очень классно это сказала, очень хорошая фраза. Осознанная совместная деятельность. Я много раз в жизни участвовал в каких-то офлайн проектах, самых разных, Олимпиада, чемпионат мира по футболу. Просто я был волонтером на эко-фестивалях. И обычно всегда это была команда. Я работал на тебя в Китае. Да. Всегда это была группа людей с одной задачей, да. с какими-то совместными проблемами, которые нужно решать, и ты чувствуешь вот это ощущение, что вас что-то объединяет. Да. Вот, наверное, я поэтому так люблю детские лагеря и подобного рода проект, потому что у вас есть короткий срок, понятная цель, да. И постоянное взаимодействие с командой, со всеми плюсами, минусами такого взаимодействия. Но это очень, на самом деле, ценный и наполняющий опыт, именно потому что вы все время вместе что-то делаете. Да. В общем, как итог нашего сегодняшнего разговора, хочу что сказать. Офлайн-деятельность очень важна. Да, именно та офлайн-деятельность, которая включает тебя в коммуникацию и во взаимодействие с остальным миром и с разными людьми.
Да, да. Это первый момент. И второй момент, что онлайн-работа со всеми ее плюсами все равно не заменит офлайн работу, да, наверное, так. Ну, да. Согласна или не согласна? Ну, не знаю насчет именно офлайн работы. Попробуй как-то сформулировать это по-другому. Ну, мне кажется, что онлайн-работа вполне может заменить офлайн работу. Ну да, окей. Не во всех, конечно, понятно, не во всех отраслях. Мы говорим там про те отрасли, где действительно возможен онлайн. Но при этом, было бы классно иметь еще... осознанную деятельность. Да, то есть, для меня это именно деятельность. Я люблю работать, я люблю, когда мне интересно. И в онлайне может быть очень интересно работать, но все равно это опыт какой-то, такой немножко более куцый для меня. Куцый опыт. Не сравнится с тем, когда ты, что-то делаешь офлайн. И поэтому я, наверное, готова комбинировать, иметь какую-то онлайн-работу для того, чтобы иметь возможность перемещаться, но при этом придумать какие-то офлайн, может быть, занятия или еще что-то, что можно было бы сейчас в Аргентине реализовывать. Что ж, я с тобой здесь исключительно согласен. Друзья, расскажите про вас. Если бы вы прямо сейчас начинали какой-то офлайн бизнес, офлайн проект или что-то такое, что бы это было? Поделитесь вашими идеями и вашими мыслями. Мы будем ждать ваших комментариев. Очень интересно. И до встречи, друзья, в следующем видео. До встречи! Пока!